последние недели на Могилевщине происходит какой-то межгалактический парад показательных расправ над бывшими чиновниками. Так, на прошлой неделе в Бобруйске на 6 лет колонии общего режима осудили бывшего зампреда местного горисполкома Олега Ковеля. Его обвинили в даче взятки в особо крупном размере. А сегодня в Чаусах начали судить другого бывшего зампреда горисполкома, на этот раз Могилевского. 43-летнего Владимира Дударева обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями и мошенничестве. Две эти статьи также крайне популярны среди впавших в немилость бывших слуг режима. Стоит отметить, что свою порцию гнева нелегитимного Дударев, вероятнее всего, заслужил тем, что во время президентской предвыборной кампании стал координатором инициативной группы Виктора Бабарика. Мужчину задержали еще в июне прошлого года. С тех пор он находится под стражей и был признан политзаключенным. Ему вменяется ущерб государственным и общественным интересам на сумму около 17 тысяч долларов. США требует от нелегитимного освободить всех 325 политзаключенных. В противном случае уже через 45 дней в силу вступят санкции против 9 белорусских предприятий. Об этом посол США в Беларуси Джули Фишер заявила на встрече с народным лидером Светланой Тихановской в Вильнюсе. В санкционный список попали такие предприятия, как Гродно-Азот, Белнефтехим, Гродно-Химмолокно, Нафтан и другие. К сожалению, в этом списке не нашлось таких крупных предприятий, как, например, Беларусь-Калий, который экспортирует в США 70% своей продукции. Неизвестно пока и каким будет режим этих санкций. Если вдруг Америка применит вторичные санкции, то от сотрудничества с белорусскими предприятиями могут отказаться различные компании из третьих стран, а европейские банки перестанут обслуживать их транзакции. В таком случае последствия для вышеперечисленных предприятий будут очень болезненными. Напомним, что в марте 2021 года в США заявили о готовности возобновить ранее отмененные в отношении белорусских предприятий санкции, подчеркнув, что избежать этого режим может, освободив всех политзаключенных. В ответ на это Лукашенко заявил, что в Беларуси нет политзаключенных. Брестский суд все же принял решение о ликвидации польской школы в Бресте. Нелегитимная власть объяснила это якобы защитой государственных и общественных интересов страны. Напомним, что началось все с участия учеников польской школы в мероприятии, посвященном Дню памяти отверженных солдат, которые в период с 1944 по 1953 года вели подпольную борьбу с коммунистами. Такой жест очень не понравился белорусским властям, в результате чего Брестская прокуратура возбудила уголовное дело по факту героизации военных преступников. В связи с этим были задержаны 5 представителей Союза поляков в Беларуси. Среди них Анжелика Борис, Андрей Почобут, Мария Чешковская, Ирена Бернацкая и Анна Панишева. Все они уже признаны политзаключенными. СБУ вышла на белорусских правоохранителей, которые вербовали украинцев для сбора информации, составляющей гостайну страны с целью совершения диверсий. Об этом белорусские службы рассказали корреспонденту «Радио Свобода». Группу правоохранителей разоблачили в рамках расследования дела, которое открыли в октябре 2019 года в отношении сотрудника Госпогранкомитета Беларуси, который сам обратился в СБУ и признался в том, что его завербовали для сбора информации о деятельности, вооружении и снаряжении пограничников и особенностях охраны украинской границы в Волынской и Ровенской областях. Сейчас следствие занимается установлением личности еще нескольких белорусских правоохранителей. С начала 2016 года известно о более чем 10 случаях вербовки украинцев белорусскими спецслужбами и еще несколько спецслужбами России и Польши. В СБУ сообщили, что такие факты фиксируют почти систематически, но официально о них не сообщается. Белорусы продолжают массовую эмиграцию. После августовских событий 805 жителей нашей страны получили разрешение на въезд в Литву по гуманитарным причинам. Из них 376 человек уже переехали, еще 133 запросили убежище. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные МВД Литвы. Разрешения выдаются пострадавшим от режима и репрессий или подвергающимся преследованиям гражданам Беларуси, а также активным представителям оппозиции. Кроме того, Литва стала первой страной, в которой начали расследование против белорусских силовиков в рамках универсальной юрисдикции. На сегодняшний день таких дел возбуждено по меньшей мере 6. При этом количество зарегистрированных зверств со стороны режима насчитывается около 15 тысяч случаев. На самом же деле их куда больше, просто не все потерпевшие сообщали о пытках.
Со вчерашнего дня в телеграм-каналах появилась информация о 17-летнем подростке, которого зовут Денис Ходей. 10 марта в Брестском суде его приговорили к 3 годам лишения свободы в воспитательной колонии за якобы участие в массовых беспорядках. В последнем своем письме парень написал, что кроме родителей и бабушки ему больше никто не пишет. Даже друзья не написали ни строчки. Мы не смогли пройти мимо этой грустной истории, поэтому очень просим вас, давайте поддержим Дениса и напишем ему слова поддержки. Сейчас он находится в Барановичском СИЗО. Точный адрес мы оставим в описании к этому видео. Кроме того, хотелось бы напомнить о прекрасном приложении «Письма в клеточку», благодаря которому отправить письмо политзаключенному можно даже не выходя из дома. Давайте не забывать тех, кому в борьбе за нашу с вами свободу повезло меньше. И это все на сегодня. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайк и писать комментарии для продвижения этого видео. До встречи завтра и живи Беларусь!